Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. Меня зовут Сергей Перетягин, а рядом находится Subaru Outback 2015 модельного года по прозвищу Кремень. Поистине замечательный автомобиль, удобный и комфортный как в городском передвижении, так и на длинные дистанции, в том числе и проходимый. Имеет комфортную подвеску и вместительный огромный багажник. Продуман до мелочей, как заверяют создатели и инженеры марки Subaru. Огромное пространство багажника может вместить достаточно много багажа. В том числе можно даже разложить с помощью этих замечательных ручек задние сиденья, спинки сидений. И здесь получается отличное спальное место на 2 человек. Также есть эти замечательные крючочки, которые очень удобные для того, чтобы перевозить сумки и чтобы ничего не раскатывалось. Все вроде как продумано. И есть замечательная розетка дополнительная. Ой, нет, розетки нет. Дело в том, что такая дополнительная розетка в багажнике очень удобное решение, и она есть практически на всех других рынках. Японии, Австралии, Соединенные Штаты, Европе. Но почему-то нет у нас, хотя было бы достаточно удобно, и стоит она наверняка копейки, в масштабах производства заводского. И можно было бы достаточно легко и просто подключать компрессор для накачки шин или в кемпинге использовать дополнительное оборудование, такое как холодильник. Очень удобно, согласитесь. Но почему-то на нашем рынке считают, что достаточно только одной розетки, которая находится в подлокотнике, для того, чтобы можно было подключать компрессор и накачивать шины. Почему нельзя подключать в прикуриватель? Я делал об этом отдельное видео, и ссылочку я оставлю в описании. И хотя для разных рынков комплектации могут отличаться, я считаю, что нас не должны были лишать такой важной и удобной розеточки в багажнике. Но существует мнение, что такая проводка все равно одинаковая на всех автомобилях. То есть так было в 4-м поколении. У них тоже не было розетки, и, соответственно, разобрав вот эту панель, можно было обнаружить, что проводка для этой розетки существует. Прикупив такую замечательную розетку за недорого с AliExpress, сегодня я постараюсь ее самостоятельно установить и буду надеяться, что все-таки проводка там имеется, как только мы снимем вот эту панель. И вместе с вами мы пройдем весь путь установки. И я думаю, что мы должны исправить это недоразумение или просчет инженеров марки Subaru для нашего рынка. Начинаем разборку панели багажника. В основном панель держится за счет клипс, но также у нее есть еще болты и шурупы. Их всегда можно найти в тех местах, где есть какие-то дополнительные крепежики и ручки. Вот, смотрите. Отодвигаем аккуратно пластмасску. И за ним мы видим как раз под крестовую отвертку, либо под десяточку битый вот этот вот замечательный болт. Также я уверен, что он прячется здесь. Вот он. И, соответственно, вот там в глубине есть под крестовую отверточку тоже шурупик. Что ж, выкручиваем, смотрим дальше.
Я думаю, что здесь тоже могло что-то спрятаться. Так и есть. Обращайте внимание на все заглушки. Почти уже снялась панель. Единственное, что одна из защелок находится, получается, скорее всего, под вот этой частью. И никак она оттуда не выходит, придется ее снять. Для этого я сниму задний диван. У заднего дивана я уже показывал, как снимать, но на всякий случай еще повторюсь. Слева и справа, прямо посередине над сидушкой, находятся такие защелки по 2 пальца. То есть, получается, мы просовываем 2 пальца, хватаем защелку и тянем. Вытягиваем, и тем самым сама сидушка, то есть наш диван, легко выходит. Также и с той стороны. Ни в коем случае не нужно прикладывать сверхусилия, их можно просто обломить. И аккуратнее выдергивая сидушку с этим проводом, потому что здесь есть подогрев задних сидений. Поэтому не обломите. А сейчас я покажу, как эта защелка работает. Вот она как раз находится под сиденьем. Просовываем 2 пальца, обхватываем ее и вытягиваем. Тем самым легко отщелкиваем замок. И получается, чтобы снять вот эту часть, необходимо нам будет открутить маленький болтик. Только на нем она и держится снизу. И, кстати, оттуда было плохо видно, но вот этот болтик, который держал, оказался гаечкой. Теперь можно будет легко снять вот эту часть, которая удерживает ремень безопасности. И да, посмотрите, вот здесь эту часть полностью держала клипса. То есть, если бы я продолжал дергать, я бы ее обломил. Поэтому все правильно сделали, что разобрали ее. Ничего себе, сколько техники. Целых 3 моторчика каких-то. Какой-то роутер включенный. Хватит комментировать. Итак, сняли мы панель. Давай теперь попробуем разобраться. Здесь есть вообще проводка, которая нам нужна. Вот смотри. Да. Вот на эту розовую изоленту намотан проводочек, и он как будто вот должен к чему-то подходить. Я думаю, что это именно то, что мы искали. Опа. А вот он наш проводочек. Осталось подключить сюда нашу розетку и посмотреть, будет ли приходить питание. Если да, и все будет хорошо, то тогда надо будет уже смотреть, где в панели мы будем высверливать отверстие. Что касается вот этой шумоизоляции, это я уже напихал, у вас такого не будет. Но сейчас, пока хорошая погода и у меня настроение, я собираюсь все равно немножко зашумить вот эту часть, как раз которая идет от колеса, от арки. Я уже прикупил немного виброизоляции, и сейчас с помощью этого замечательного валика быстро ее накатаю. Так, все, арки я подшумил, теперь можно будет проверить, нашу розеточку подключив, будет ли она работать. И, кстати, даже ничего переделывать не придется, я думаю, может быть, там, если что, проводку придется поменять там, или клеммы. Ну, тут, похоже, все подходит. Так, один в один, смотри, как замечательно. Так, проверяем. Отлично. Так, осталось в пластике сделать отверстие под эту металлическую часть, чтобы крышкой потом можно было закрыть. И я так понимаю, она должна быть вот в этом
отсеки вот с правой стороны, потому что здесь для нее достаточно места. Все, сейчас замерю и начну выпиливать. У розетки посадочное место 26 миллиметров. Можно, конечно, использовать вот такой вот замечательный резак, но я обнаружил, что у меня есть вот такое вот сверло. Подарок, можно сказать, от моего дедульки. Так, отверстие есть, устанавливаем. Ну, отлично выглядит. Вот так вот это будет. Супер. Вот. Можно даже с обратной стороны немножко подклеить, чтобы получше держалось. Немножко какой-то люфт есть. Сейчас так и сделаю. Потом соберу и все покажу. Ну что, парень, покажи, как работает наша розеточка. Ну, отлично. Вот и все, вся работа сделана. Даже зашумить машину удалось. И, конечно, установить розетку, потому что что? Да, проводка там оказалась, мне повезло. Так что имейте в виду, если у вас Subaru Outback, проводка там есть. Можете установить, если вам нужна будет такая розетка, потому что намного удобнее будет отсюда как раз подключаться, накачивать задние колеса, в том числе и летом на путешествии можно теперь взять холодильник и, так сказать, охлажденные напитки в жару употреблять. Так что, если вам понравилось видео, не забудьте большой палец кверху, подписаться на канал. С вами был Сергей Перетягин и мой помощник Максим. До новых встреч в эфире и пока.